Вы когда-нибудь смотрели в глаза человека, которого знаете всю жизнь, и вдруг не смогли вспомнить, как его зовут? Это не просто стыдно, это страшно. Это ощущение, будто часть вашей души стерлась. А хуже всего то, что вы даже не замечаете, как это начинается. Сначала вы забываете, зачем вошли в комнату, потом, куда положили очки, а затем однажды не можете вспомнить день рождения собственного внука. И в этот момент приходит осознание. Вы теряете не просто память, вы теряете связь с жизнью, с близкими, с собой. И вот что еще больнее, большинство людей игнорируют эти первые сигналы. Они думают, ну, драка, ну, возраст — это нормально. Но это не нормально, и это не неизбежно. Потому что есть простые, научно обоснованные действия, которые вы можете начать делать уже сегодня, чтобы сохранить память, ясность ума и настоящую силу мозга даже после 70. На канале «Полезные советы» мы раскрываем забытые, но мощные методы, которые действительно работают. И если вы хотите не просто сохранить память, а шокировать врачей своей умственной активностью, оставайтесь до конца, потому что то, что вы узнаете в этом видео, может полностью изменить вашу старость. Но сначала позвольте рассказать вам, как все изменилось для одного простого человека, который делал всего две вещи в день. И результат ошеломил даже его самого. Но настоящий страх начинается, когда вы поймете, что происходит в вашем мозге прямо сейчас. Переходим ко второму разделу. Память не исчезает в один момент. Она ускользает медленно, почти незаметно, словно песок сквозь пальцы. Вы даже не замечаете, как теряете себя. Сегодня вы забыли, как зовут нового соседа. Завтра — название книги, которую только что читали. А послезавтра стоите у плиты и не можете вспомнить, выключили ли газ. Причина может быть в чем угодно. Хронический стресс, переутомление, бессонные ночи. Но чаще всего в том, чего вы не замечаете. Кровь не поступает к мозгу, как раньше, нейронные связи разрушаются, а вы все еще думаете, что это просто возраст. Но представьте, ваш мозг — это сложнейший механизм, и он требует внимания, как сердце, как легкие. А теперь представьте, что вы каждый день незаметно отключаете его от питания, от кислорода. И это продолжается годами. Вот почему миллионы пожилых людей даже не доживают до момента, когда могли бы повернуть процесс вспять. Но один человек не согласился с этим. Он верил, что старение мозга можно не просто замедлить, а остановить. Его звали Александр Александрович Микулин. И то, что он открыл, может спасти ваш разум. Но кем был этот человек? И почему его открытия до сих пор скрыты от большинства? Он родился в мире, где медицина только начинала понимать, как работает человеческий организм. Но Александр Микулин опередил свое время. Он был не просто академиком. Он был авиаконструктором, инженером, изобретателем и спасителем тысяч жизней. Включая в 50 лет врачи сказали ему, что жить ему осталось недолго. Слабое сердце, утомляемость, ухудшение памяти, диагноз был ясен. Но вместо того, чтобы сдаться, он начал искать ответы. И нашел. Он разработал систему восстановления организма, которая не только позволила ему вернуться к активной жизни, но и продлила ее на десятилетия. Он дожил до 90 лет с ясным умом, живым интересом к жизни и энергией, которой могли бы позавидовать и молодые. Он говорил простую, но пугающую фразу. Человек стареет не потому, что он прожил много лет. Он стареет, потому что перестал заботиться о кровообращении и активности мозга. Он не верил в таблетки. Он верил в действие, в регулярность, в силу природы и разума. И именно благодаря его методам сегодня тысячи людей возвращают себе память, фокус и ментальную ясность даже в возрасте 80 лет. Но что именно он делал каждый день? И какая простая привычка дважды в день шокировала даже его врачей? Переходим к самому удивительному. Первая привычка — да, забытый удар. Удар по мозгу. Это звучит почти абсурдно, но именно это простое движение дважды в день изменило жизнь Микулина. И теперь меняет жизни других. Он назвал его гравитационный удар. Все, что нужно, это встать на носки и резко опуститься на пятки. Все. Без спортзала, без таблеток, без усилий. Всего 30 секунд, и кровь снова начинает активно циркулировать даже в самых мелких сосудах мозга. Почему это так важно? С возрастом кровь застаивается, особенно если вы много сидите. Мозг недополучает кислорода, питательные вещества, а нейроны начинают голодать. Вы начинаете забывать простые вещи не потому, что стареете, а потому, что ваш мозг буквально задыхается.
Микулин делал это упражнение каждый день по 1-2 минуты и советовал делать его всем, кто хочет сохранить память. Звучит просто? Да, но эффект невероятный. В Америке женщина по имени Эвелин, 77 лет, начала делать это упражнение каждое утро и вечер. Через 2 недели она рассказала своей дочери. «У меня будто прояснилось в голове. Я вспомнила, где лежат старые фотоальбомы, которые искала 3 месяца. Но есть важное условие. Вы должны делать это регулярно. Как чистку зубов, как утреннюю чашку чая. Потому что каждый день, когда вы не двигаетесь, это день, когда ваш мозг теряет силу. Но что если я скажу вам, что даже питание может восстановить память? Один растительный ингредиент, который вы, возможно, недооценивали всю жизнь. Об этом дальше. Если вы хотите попробовать это простое движение уже сегодня, напишите в комментариях «Движусь». Так я узнаю, что вы начали возвращать силу своему мозгу. И если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал «Полезные советы» и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие техники, которые могут спасти вашу память. Вторая привычка — секрет природы, который питает мозг. Александр Микулин считал, что мозг нужно поддерживать не только движением, но и особым природным топливом. Он называл их адаптогенами, растениями, которые помогают организму справляться со стрессом, усталостью и даже старением. Но один из них он особенно выделял — женьшень. Никаких таблеток, никакой химии, только натуральное средство, которое веками использовали в Китае и Корее для восстановления жизненной силы и ясности ума. Микулин утверждал, женьшень усиливает циркуляцию крови в мозге, насыщает клетки кислородом и помогает сохранять концентрацию даже в преклонном возрасте. Один мужчина из Огайо, Роберт, 74 года, был на грани отчаяния. Он жаловался, что каждое утро чувствует себя так, будто его разум во сне. Он начал курс настойки женьшеня по 20 каплям дважды в день за 30 минут до еды. Уже на второй неделе он рассказал, что снова стал читать газеты, решать кроссворды и, самое главное, запоминать имена своих новых соседей, что не удавалось ему последние 2 года. Но есть нюанс. Женьшень — не игрушка. Его нельзя пить вечером, особенно если у вас повышенное давление. После 3 недель приема нужно сделать перерыв, чтобы организм не привык. Каждый день, когда вы не питаете мозг, это день, когда он начинает забывать вас самого. Но если дать ему то, что нужно, он отблагодарит вас ясностью, фокусом и живой памятью. Третья привычка — память в ложке. Простой домашний рецепт. Иногда не нужны дорогие лекарства или редкие травы. То, что способно поддерживать ясность ума и восстановить память, может лежать прямо у вас на кухне. Александр Микулин с удивлением обнаружил, что обычная смесь меда и сельдерея способна активизировать работу мозга не хуже, чем аптечные препараты. Мед — природный антиоксидант. Улучшает кровообращение, защищает мозг от разрушения и старения. Сельдерей — не просто овощ для супа. Он восстанавливает нейронные связи, помогает концентрироваться и сохранять внимание. Вместе они создают удивительный эффект, особенно если принимать их каждый день. Простой рецепт от Микулина. Возьмите небольшой корень сельдерея, 10-15 см, нарежьте мелко. Добавьте 1-2 столовые ложки меда. Залейте теплой, не горячей, водой. Дайте настояться пару часов. Пейте 1 стакан в день, и уже через неделю можно заметить, как становится легче запоминать списки, имена, даже сны. Марта из Флориды, 80 лет, однажды сказала своей внучке: «Я начала вспоминать, как звали мою учительницу в 3 классе. Такого со мной не происходило лет 40. Она просто пила этот напиток каждый день перед завтраком. Это доступно, это просто, и это работает. Но большинство людей даже не подозревают о такой возможности. Они продолжают жаловаться на забывчивость, пока мозг молча сгорает от голода. А теперь представьте, если добавить еще один мощный ингредиент, известный еще со времен древности. Вы сможете укрепить не только память, но и всю нервную систему. В следующей части рецепт, который стал настоящей находкой для пожилых людей по всему миру. Если вы собираетесь приготовить этот напиток уже завтра, напишите в комментариях «Память в ложке». Так я пойму, что вы с нами на пути к восстановлению памяти. Подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить другие простые и мощные рецепты для вашего мозга. Четвертая привычка — осанка, которая сохраняет память.
Мало кто задумывается, как сильно положение тела влияет на работу мозга. Но Александр Микулин знал, сутулая спина — это не просто плохая привычка. Это прямая угроза вашей памяти. Когда вы сидите с опущенной головой, напряженной шеей, сгорбленной спиной, сосуды в позвоночнике пережимаются, кровь хуже поступает к мозгу, кислород не доходит до нейронов. Как результат, вы теряете скорость мышления, фокус, способность запоминать. Вы не стареете. Вы просто не даете мозгу то, без чего он не может существовать. Что делать? Простые, но эффективные упражнения от Микулина. Вытягивание рук вверх, вис на турнике. Даже старая добрая ходьба с книгой на голове. Эти движения выравнивают позвоночник, улучшают дыхание, а значит, насыщают мозг кислородом. И все это без таблеток, без тренажеров, без врачей. Хенри, бывший архитектор из Вирджинии, рассказывал, что после 3 недель таких упражнений он стал не только лучше спать, но и вспомнил, как решать задачи, которые забыл еще в 60 лет. Его дочь была в шоке. Папа стал яснее говорить, меньше забывать и просто стал самим собой. Снова и снова мы не замечаем, сколько времени проводим в кресле, уткнувшись в телефон или перед телевизором. А ведь именно это медленно отключает мозг от жизни. Осанка, так это не просто про спину. Это про вашу память, ваше будущее, вашу личность. Но даже если вы все делаете правильно, без одного последнего шага вам не удастся сохранить остроту ума до глубокой старости. Есть одна последняя привычка, которая отличает тех, кто стареет быстро, от тех, кто остается живым внутри даже в 90 лет. Переходим к завершающей части. 5-я привычка — тренируй мозг, иначе потеряешь его. Александр Микулин всегда повторял: мозг как мышца. Перестанешь использовать, он слабеет и атрофируется. И это не метафора, а реальность, с которой сталкиваются миллионы пожилых людей. Как только человек перестает учиться, читать, решать задачи, его разум начинает гаснуть. Медленно, но бесповоротно. Но Микулин знал, как это остановить. Он создавал себе ментальные нагрузки каждый день, запоминал стихи, изучал иностранные слова, решал логические задачи, вел технические дискуссии даже в 75 лет, помня в деталях авиационные двигатели, которые изобрел полвека назад. Его совет — простое, но мощное упражнение. Каждый вечер перед сном вспоминайте 5 новых вещей, которые узнали или сделали за день. Это может быть все, что угодно. Новое слово, имя человека, интересный факт, прослушанный разговор, рецепт, который вам рассказали. Этот метод не просто тренирует память, он создает новые нейронные связи. А это значит, ваш мозг обновляется, оживает, работает быстрее. История, которая вдохновляет. Линда из Калифорнии, 82 года, начала с этого простого ритуала. Через месяц она написала первую главу своей автобиографии, которую не могла начать 10 лет. Она сказала: «Я почувствовала, что мой мозг оживает. Как будто в нем снова зажегся свет. Но главное — не пропускать. 1 день без тренировки мозг расслабляется. 2 дня он теряет тонус. Неделя, и вы откатываетесь назад. Это как забыть, как ездить на велосипеде. Только вот с памятью может уже не вернуться. Теперь вы знаете правду. Память — и это не просто функция мозга. Это зеркало вашей жизни. И если вы ее теряете, вы теряете кусочки себя. Но теперь вы знаете и другое. Это можно остановить. 5 простых привычек. 5 шагов, которые может сделать каждый. Даже если вам уже за 70. Даже если вы думаете, что уже поздно. Никогда не поздно вернуть себе ясность. Движение, питание, адаптогены, осанка, ментальная тренировка. Все это дает не просто умственную активность. Оно возвращает уверенность, радость, живость. Представьте, что через месяц вы снова легко вспоминаете имена, сны, любимые истории из прошлого. Представьте, что родные смотрят на вас с восхищением, ты стал другим. С тобой интересно, ты живой. Но сейчас главное не просто знать, главное — начать.